Доброго времени суток. Меня зовут Владислав. Сегодня у нас ролик будет посвящен комплексной добавке элемент. Что мы сделаем? Мы проведем эксперимент. Соберем опалубку в виде бассейна. Приготовим раствор марки 300. Введем туда добавку и все это дело зальем. Наша форма постоит. Снимем опалубку. Высохнет, нальем этот бассейн водой, заодно посмотрим, будет промокать бетон или нет, как работает добавка. Далее вы все увидите на экране. Если вам интересно, досматривайте этот ролик до конца, он будет не короткий, наверное, минут на 20-25. Но он того будет стоить, я думаю, поэтому далее мы все увидим. Подписывайтесь на наш канал, на наши соцсети, пишите комментарии. Далее давайте переместимся на наш испытательный полигон. Ну вот мы и переместились в гараж. В гараже я собрал, видите на экране, я еще ближе покажу такую конструкцию. Это у нас бассейн будет такой импровизированный. Мы зальем бетон с добавкой элемент. Добавкой для гидроизоляции. Потом в него нальем воду и посмотрим. Также сделаем небольшие заливки кирпичей. Просто из бетона, там, из цемента с песком и с добавкой. Также опустим и посмотрим. Постоит в воде. Далее, как я говорю, вы все увидите на экране. Вот такой вот для вас решил снять эксперимент. Обстановка гаражная абсолютно, потому что в студии просто у нас бы не получилось. Далее, как говорю, все увидите. Поехали. Сейчас мы разберем эту конструкцию. Я снимаю в две камеры, поэтому будет видно. Разберем частично. Я вам объясню сейчас, для чего это делается. Для того, чтобы мы обработали фанеру, как говорится. Потом опалубку можно было снять, когда эта бетонная конструкция застынет. Вот 4 шурупчика, так она у нас выглядит. Мы сделали так, что когда будем заливать, все будет заливаться одним разом. Стены и дно, чтобы холодного шва не получалось. Стены и дно залили, поэтому вот эта конструкция это в таком подвешенном состоянии у нас. Изнутри сейчас пропитаем обычным автомобильным маслом. И все. И завтра будем заливать. Пропорции я вам далее расскажу, когда будем готовить раствор. В общем, убираем вот это все дело куда-нибудь. Пока что она нам не понадобится. Я приготовил вот такую штучку, как говорится, баночку с маслом. И обильно его будем пропитывать, ее точнее фанеру. Чтобы потом нам легче было снимать. Так как у нас стенки всего лишь получается сантиметров 15, 5 сантиметров, поэтому не хотелось бы поломать наш бассейн при съеме опалубки, когда будем все это дело снимать. Хорошенько пропитаем и завтра будем заливать. Почему я это вам все показываю? Потому что многие люди, которые строят себе дом, допустим, делают монолитный фундамент, они могли бы избежать очень многого, если бы добавляли эту добавку, элемент гидроизоляционную, в бетон. То есть, получается, вы опалубку делаете, двустороннюю заливают бетончики вам, и все. Далее вам просто останется шпильки вырезать после бетончиков, как снимут опалубку. Зачеканить шовным ремонтным составом. И на том, как говорится, можно даже проникающую не наносить гидроизоляцию, если все правильно сделать. Вторую часть конструкции тоже сейчас покроем все. И все. И у нас пусть впитывается масло. Мы на сегодня закончили. Соберем ее обратно. Или завтра соберем, или сегодня. Посмотрим. И все. А уже завтра будем зачеканивать. А завтра уже будем заливать. Подошли мы к очередному этапу. Сегодня мы готовим бетон марки 300 для нашей формы, ранее сделанной. У нас щебень, песок, цемент марки 500.
Комплексная добавка элемент, можете видеть на экране. И 2 пустых ведра. Бетон будем делать марки 300 с добавкой. Далее вы все увидите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, как говорится, пишите комментарии. Не забывайте про наши соцсети. Telegram, ВК. Сейчас будем готовить раствор. Видно, нет меня. В общем, вот сейчас я высчитал, вот здесь ведро приготовил сыпучей смеси. Значит, в интернете посмотрел. Марка 300 это 1 порция цемента, 2 порции песка и 4 порции вот этого щебня. Вот это марка 300. Мы попытаемся максимально приблизиться, потому что на РБУ, понятно, там стоят дозаторы, и поэтому там все четко. Вода, цемент, песок, все отдельно в бункерах, и они под определенную марку делают. Так как мы в домашних условиях, будем приближенно к этому делать. В общем, 3% от веса цемента от массы получается грубо 50 грамм всего лишь добавки на вот такое ведерко, но оно не полное будет с бетоном, поэтому сейчас все это приготовим. Здесь у меня цемент, сейчас мы добавку откроем и 50 грамм, как говорится, насыпем. Вот это у нас тара пустая, она получается 0,45. Я даже не знаю, как его, мешок узкий, как 50 грамм сделать. Здесь у нас 210. А нам нужно, чтобы получилось 95 грамм, правильно? Правильно. Я не знаю, вам видно будет, нет. Но я ближе сниму в любом случае с другой камеры. Нам нужно 0,95. Вот. Обязательно вы с водой в первую очередь. То есть добавку нужно с водой размешивать. Сейчас тщательно размешали. Нам пока добавка не нужна здесь. Вот я вам приготовил уже сухую смесь. 2 песка, грубо говоря, и 4 щебня. По чуть-чуть будем растворять это все дело. Да, конечно, в корыте было бы удобнее, но у нас форма там немного. Я думаю, ведра 2 сделать, но не полных, чтобы удобно было заливать. Так как у нас заливка должна быть непрерывная, я быстро сейчас приготовлю, включу камеру, 2 ведро и будем заливать с вами. Сейчас будем заполнять нашу форму. Вот 1 ведро раствора, дай бог, как говорится, чтобы нам хватило. И я не ошибся. Ковшика у меня нет, поэтому как-то будет все вот так вот выглядеть. Честно говоря, я думаю, что ведра раствора нам должно хватить, 2 точнее, потому что в основном здесь все пустотелое будет. Единственное, надо хорошо наполнять, ну и соответственно провибрировать, потому что вибрировать бетон обязательно надо, когда заливаешь, чтобы раковинок избежать. Он, вибратор уплотняет бетон, поэтому как-то так. Наверное, весь процесс я вам показывать не буду. Это будет долго, как уже хотя бы половину залью, я вам покажу. Уже осталось чуть-чуть. В общем, 2 ведрами мы не обошлись.
Думаю, что можно попробовать эту сторону пролить вот так. И здесь вот. Бетон хороший получился. Ну а теперь наш супер вибратор. Поближе покажу. Вот так все это получилось у нас. Наша форма. Хотелось покрасивее, поэстетичнее, но как получилось, так получилось. Будем, значит, ждать, когда высохнет. Все, закончили заливать нашу форму бетоном с добавкой гидроизоляционный элемент комплексный. Текучесть хорошая, так как она сквозь опалубку пошла на дно и заполнила, пришлось выгребать. Теперь наша форма будет стоять, скажу я вам, недели, наверное, 2. Через 2 недели мы снимем опалубку, и она еще постоит. Вообще, по нормам бетон набирает свои свойства 28 дней, крепость свою. То есть 28 суток он должен простоять. Ну, тут у нас не гидротехническое сооружение, поэтому мы его просто через 2-1,5 недели раскроем, и он еще чуть постоит. Как только он окончательно высохнет, далее мы с вами нальем воды, зальем какие-нибудь кирпичи, один с добавкой, опять же, другой без, и нальем воды и поставим. Посмотрим заодно, как он будет держать воду. Ну и плюс, как кирпич будет мокреть, сделанный с добавкой и без добавки. Как я люблю говорить, как-то так. Далее вы все увидите. Еще раз прошу, подпишитесь на канал и на наши соцсети ВК, в Телеграме. Все. Ждем, когда высохнет. Подсох наш бассейн, импровизированный из бетона с добавкой элемент. Сегодня мы будем снимать опалубку. Прошло где-то недели 3. Как минимум, времени не было заниматься, он уже высох. Просто снимем, он еще пару дней без опалубки постоит. И будем наливать воду. В общем, как-то так, как я всегда люблю говорить. Все это мы сейчас сделаем с вами. В общем, будем разбирать. Дай бог не поломать его. Так, один шуруп выкручиваться не хочет. Кстати, новый материал ко мне подъехал. Будем испытывать. Жидкая резина на основе каучука. Если эта жидкая резина окажется нормальной, я обязательно вам покажу. И первый объект уже для этой резины у меня есть. Это кровля гаража, ну или фундамент. Посмотрим, кто первый будет. И попробуем мы, значит, нанести ее. Заодно и посмотрим, как, что, как она себя вести будет. В общем, интересно. Поэтому ждите, подписывайтесь на канал обязательно. Сейчас просто сезон, я не всегда могу снимать вам постоянно ролики, выкладывать. Тем более там отвечать на множество комментариев. Вы обязательно в ВК, в Телеграм подписывайтесь. Там больше вероятности, что я вам отвечу, если будет какой-то вопрос у вас. Ролики будут выходить у нас. Новые материалы. Там он тоже на шурупах, так как низ фанера прикручивалась. Но мы его так выдернем. Ну да, он уже подсох. Я думаю, можно будет даже, если он обсохнет до бела, может даже завтра и зальем. И осталось нам самое интересное, это внутрянку. Как снимать, честно говоря, я не знаю, чтобы не поломать. Так у нас выглядит бетон, залитый вблизи. Я постараюсь вам медленно сделать панорамирование, показать. Вы видите на экране, подсох наш куб более-менее. Сегодня будем заливать водой его. Напоминаю еще раз, что здесь добавка у нас. Бетон приблизительно марки 300. В
домашних условиях залит. Точнее, приготовлен. В общем, поехали наливать. Посмотрим, что получилось. Я приготовил здесь 2 ведра. Я думаю, этого будет мало. Первое пошло. Скорее всего, этого будет мало. Второе тоже пошло. Но так как этого мало, я думаю, что мы еще с вами нальем 2 пятишки. Еще литров 10 получится. Просто ведер больше у меня не было, поэтому приходится еще заполнять вот так вот это все дело. А так, если было больше ведер, мы бы сразу все это наполнили. Единственное, вы можете видеть на экране. Сейчас я вылью. Нижнюю фанерку я не снял, потому что поднять этот кубик у меня не получилось. Он очень увесистый. Все. Теперь будем смотреть за ним несколько дней. К сожалению, я кирпичи еще не успел залить. Времени нет. Но я залью и все сделаем. Поставим, протестируем. Далее я вам на этом же кубе в других видео просверлю отверстие. Покажу вам, как зачеканивать гидропломбу. И также здесь же просверлим, сделаем гильзу. Тоже, я думаю, видео будет интересное, как правильно делать гильзы. Все, оставляем наш кубик на несколько дней. Досматривайте до конца. Мне даже самому интересно. В общем, подписывайтесь на канал. Как говорится, на наши соцсети. Если есть вопросы, лучше задавайте там. Далее мы посмотрим. Следующее наше включение будет через пару-тройку дней. Прошло 3 дня. Можете видеть, наш блок подсох. Даже несмотря на то, что там вода. Все эти 3 дня находится. Я вам ближе покажу. Она заилилась. Я здесь купил такую рыбку. И она сейчас плавает в этом аквариуме. Тоже посмотрите. В общем, добавка работает. Все это подтверждается нашими испытаниями. Это кто сомневается. Сейчас я вам покажу. Она выглядит вот так. 10 килограмм. В мешке фасовка. В общем, вы все на экране сами видите. Все процессы я вам снял, все показал, как добавлял, сколько вводили добавки. Все это сохло, стояло с водой. И результат, как говорится, налицо. Можете посмотреть, он даже более-менее подсох. Поэтому, когда строите дом, если ролик вы этот смотрите до постройки фундамента, заливки, то вам повезло. Вы просто-напросто берите добавку, добавляйте в бетон, и вы сэкономите на гидроизоляции очень много денег. Во-первых, бетон крепче будет, и вы уже увереннее. Как-то так, как я говорю. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я вам ближе покажу, что у нас изнутри. Можете видеть нашу рыбку. Я потом увеличу, ближе покажу. Вода заилилась. Вот ил. Это для тех, показываю, что, которые не верят, что вода долго стоит здесь. Вот так вот все это выглядит. Покупайте, добавляйте, и будут подвалы у вас сухими, если все будете грамотно делать. А я с вами прощаюсь, до следующего ролика.